Здравствуйте. Сегодня у нас 22 апреля 2021 года. И сегодня я слушал на ютубе лекцию директора Института земного тяготения и магнетизма, земного магнетизма Владимира Кузнецова. И что я услышал, что мне было интересно. Там все интересно было. Один момент. Он сказал, что существует такой космический ветер, космическое излучение. И вот это космическое излучение, оно влияет на образование облаков. То есть, когда там, где есть активность того самого ветра космического, там как раз и облака образуются. Мне было интересно раньше, когда рассказывали нам какие-то сказки, которые я вообще не понимал. Я смотрел на небо, на облака, видел, что если на них посмотреть, то это облако может просто появиться, и на него смотреть минуту, 2-3. Через 3 минуты это облако просто исчезает. Оно может двигаться, может стоять, может просто появиться, может просто исчезнуть. А когда нам рассказывали, что это как круговорот воды в природе, это, на мой взгляд, абсолютно белиберда, что над океаном облака поднимаются, потом плывут к вершинам гор, в горах они дождем выпадают, и потом реки текут. Это абсолютно какая-то ерунда. А вот здесь объяснение какое-то, действительно человек, директор института, занимается тяготением, всеми этими космическими процессами. И он еще что сказал, еще интересно, что активность Солнца, то есть когда вспышка на Солнце, то вот этот солнечный ветер, он сдувает космический ветер. И активность космического этого ветра становится меньше. То есть, когда чистое небо, можно сказать, что там, это не обязательно закономерность. Мне именно было интересно услышать, что облака – это проекция космического ветра. То есть, это места, где более сильное космическое излучение. Там облака. Такое сегодня озарение. Или просто узнал такую информацию, такое знание.